Произвольные программы девушек смотрим, наблюдаем и очень сильно болеем. Хорошо в кадре там. Прям пошла, мне кажется, тройной аксель. Было видно. Она очень решительно на него заходила. На второй пойдет. Хорош. Аж на 2 пошла. Главное все остальное теперь сделать. Мы сегодня увидели 2 тройных акселя. Как часто мы сейчас это видим? Хорошая тенденция. Новые люди, которые были совсем недавно в юниорах, выходят и выполняют такой очень сложный контент. Молодец. Блин, ну реально обидно. Скажи. Человек... После проката ты, скорее всего, думала, что ты будешь в тройке. Я так, честно говоря, думала. Очень хороший прокат получился. Ты как сама оценишь? В целом, если учитывать вчерашнее падение на акселе, очень даже уверенно, мне кажется, в целом достойно. Не очень согласна с тем, что очень много недокрутов. Ты когда решила, что ты будешь делать 2 тройных акселя в программе? Мне кажется, это буквально спонтанно получилось, нет? Ну Или нет, это я изначально заявляла, я тренировала, да, еще с того сезона. Буквально как только я выехала аксель, я уже сразу в произвольную вставила 1. Потом на следующий старт уже 2 вставила. Ну вот первый старт у меня был не очень удачный, ну, как и всегда в целом, новые прыжки. Вот. Ну, второй старт я уже 2 сделала, получается, еще в том сезоне. Судьи, скорее всего, не привыкли еще к тебе, к твоей фамилии. 100% они уже тебя взяли в пометочку, и на следующих соревнованиях точно поставят тебе побольше плюсов и побольше в артистизме. Когда-то Татьяна Анатольевна Тарасова сказала, что в нашем спорте нет справедливости и не надо ее искать. И поэтому ты можешь сделать просто от себя все зависящее, хорошо тренироваться, хорошо выступать, а дальше уже там судьи будут решать, да? А мы тебя будем поддерживать. Спасибо. С какого фильма это? «Джокер». Очень взрослое произведение для такой юной маленькой девочки. Вышла такая маленькая, хрупкая девочка, откатала, отпрыгала все, что можно было. И на самом деле у нее есть большой потенциал, я бы сказала, огромный, потому что прыжки вот на такой высоте, хотя она маленькая. Не знаю, четверные она учит или нет. Сейчас мы у нее и спросим как раз это. Но у нее есть большой потенциал. В плане артистизма понятно, что надо набрать немножко плечики у нее вот так вот постоянно задранные. Я думаю, что это из-за того, что она переживает, волнуется в том числе. А так концепция программы была понятна. Очень цельная программа получилась. Юлия Вячеславовна что сказала? После проката сказала, ты доведешь меня до инфаркта. Ну да, твой аксель в каскаде оставлял желать лучшего. Я тоже вздрогнула, на самом деле. А ты что в этот момент подумала? Я подумала, самое главное, в бабочку не раскрыться. Потому что за бабочку меня бы точно убили. В последнее время нам говорили, что будете делать по 100 лягушек за одну бабочку.
в конце недели вот все Это плюс. что такое? Вот так. Это 100 лягушек. За одну бабочку нам сказали в конце недели. Но до этого дела не дошло, хотя мы и делали бабочки. Но последнее время мы бегали вокруг льда. Мы одеваем чехол сразу после бабочки и бежим кружочек. Но сегодня-то какая-то похвала была. Была, похвалили, обняли. Ты сюда приехала с мамой? С мамой. Что говорит? Она мне говорит, зачем следить на прыжках. В данном случае на луце за левой рукой, не опускать спину и глаза. А у тебя мама тренер? У меня мама мастер спорта по спортивной гимнастике, и у нее есть тренерское образование по спортивной гимнастике. Но Ого. она уже настолько давно со мной в этом спорте, что она уже практически все понимает. Она не понимает только в шагах дорожки и все. А ты пробовала спортивную гимнастику? Спортивную гимнастику я не пробовала, я пробовала акробатику. Спортивной гимнастикой все очень плохо, потому что когда маму отдали на спортивную гимнастику, она без всякой подготовки 10 раз подтянулась. Если сейчас меня повесить на турник, я думаю, если вот так подтянусь, будет очень хорошо. Поэтому... Ну, ты маленькая, слушай. Мы тебе поможем, если что. В принципе, у тебя очень хороший задел на четверные прыжки. Учишь? Учу. Какой на подходе у нас? Пока что планируем изучать, сделать упор на аксель и на тулуп. Мы можем предполагать, что в этом сезоне ты нам их где-нибудь покажешь. Очень всё. надеюсь. Какая кроха. Давай, пятюню. Смотри, любуйся, но не тронь. За что ко мне так этот мир жесток? Вообще не дошла до ноги. Осталась спереди. Вот этого, конечно, нельзя было делать. Единственная помарка была у меня сегодня в программе. Нелепая просто ошибка для нее была, потому что лучше она делать с закрытыми глазами. Просто переволновалась, либо конек слетел. Но в любом случае она не дошла до ноги, которая толчковая. Профессиональный вытиратель слез. 3000. Нелепая. Из-за этого, да, видно больше? Очень видно. Что произошло, как ты думаешь? Можешь уже проанализировать? Засомневалась. В моменте очень сильно засомневалась. И поэтому пошло не так, как хотела. Что тренер сказал? Он поддержал, не ругал, сказал нужные слова. Какие нужные слова? Ты можешь хотя бы приоткрыть чуть-чуть завесу тайны? Что такое может быть, и не всегда будет все идеально. У тебя хороший результат. Ты в тройке. Этому я рада очень. По эмоциям, как ты считаешь, максимум выдала? Вообще не максимум. Себе была, да? Но по после ощущениям. луца я ехала, думаю, как дальше собрать, потому что это могла без каскада вообще остаться. А после уже прыжков ехала дорожку и не понимала, что происходит. Пыталась что-то выдать, какие-то свои эмоции. Но я чувствую, посмотрю прокат, там все плохо будет. На самом деле незаметно было вообще, и ты рассказала настоящую историю на льду. Кстати, об истории. Это из турецкого сериала, правильно? Да, я когда была в юниорах, я катала эту программу уже. Да? Я вернулась в старую программу, да. Просто Сколько добавили тебе? кусок. Сколько тебе лет было? 13. 13? Я 2 года катала, по-моему, с 12 до 14. И как ты себя чувствуешь уже, будучи взрослее, эту программу? Но лучше, мне кажется, могу передать эмоции, потому что я повзрослее. И как бы в 13 лет такую историю не так легко было понимать. Смотришь турецкий сериал? Но вот только вот Серкан этот. Балат, там вот это все. Нет, не смотрела, я вот только который я катаю, смотрела. Весь Сколько там посмотрела. серий? Я не знаю, там очень много на самом деле, я уже не помню, сколько серий. Под 200? Ну, обычно где-то- турецкий сериал где-то да. примерно так. Я так понимаю, что ты все вот эти с юниорского, начиная с юниорского сезона до этого момента смотрела турецкий сериал, вот этот, Ну, я быстро чтобы посмотрела. понять его. Money, money, money must be funny.
старшая любительница сначала усложнить себе задачу, потом из нее выбираться. Мне кажется, без этого она не может просто спокойно пойти в прыжок и с самого первого прыжка начать делать. Ну, в принципе, не мне об этом говорить. Сама грешила таким. Какие эмоции у тебя были после Луца? Я в растерянности вообще конкретно и на данный момент тоже, потому что я не знаю, что мне нужно уже дальше делать. Я уже как будто бы попробовала все подходы, которые можно было и попробовать и в тренировочном процессе, и на выступлении. Поговорю с мамой еще, наверное, так подумаю еще с тренерами, обсужу все. На тренировках у тебя всегда получалось практически. Ну, практически, да. Уже с июля, наверное, в конце июля я уже начала катать вот этот контент, и уже в августе я его выкатывала, в сентябре я его выкатывала, сейчас я его тоже выкатывала. Но с тобой вот приехал Сергей Викторович, всем известно, что он очень хорошо разбирается в технике прыжков, и вот что он тебе сказал, мне кажется, его совет сейчас нужен. Ну, он сказал, что поторопилась, ну, я с ним согласна. Сажалась. Да. Может, тебе поставить лут со вторым прыжком? Не пробовала? Может, ты это Надо, знаешь как? себе? Я думаю, надо поставить первым прыжком тройной аксель, чтобы с него падать или делать бабочку, а дальше у меня недавно было такое, что я катала программу без перчаток. Вот прям буквально, ну, сейчас в перчатках, а для такой соревновательной атмосферы немножко волнительной я сняла наши, вот, которые поплотнее перчатки. И у меня вначале нужно встать на руку и проехаться. Я вот встала, упала, но зато потом чисто сделала все элементы. Ну Мне вот, мама, тебе... конечно же, говорит, может, тебе попадать вначале надо. Насколько тебе важно выходить на соревнования и надевать перчатки? Честно, Очень мне без такой разницы. тяжелый. Без разницы? Да, мне без разницы. Главное, я переживала, что вот эти они будут скользить, но они спокойно держатся тоже. Наверное, года 2 назад вот, я что-то все переживала за эти перчатки, я даже в какие-то моменты их не одевала, наоборот. А сейчас мне без разницы. Главное, чтобы вот в этих местах ничего не было, ну, всяких висюлек, потому что, чтобы рука не скользила наверху. Вот так вот, вообще без разницы. Как себя будешь радовать? После хороших прокатов, конечно, можно устроить праздник живота. Вообще мы с мамой еще разговаривали в Питере, что если я выигрываю первый, там, второй этап, то мы с ней покупаем духи, я ей покупаю на свои заработанные деньги, да. Версаче она хотела, а я хотела Каролину Херреру. И, я думаю, вот так себе всё. порадую, да. Произвольные программы девушек подошли к концу. Ждем следующего этапа Гран-при в Казани. До встречи!